Привет, друзья! Сегодняшний выпуск новостей Германии и Европы получился действительно необычным. В Германии вновь обсуждают серьезные изменения на одном из крупнейших предприятий страны. Программа реструктуризации Volkswagen под названием Boost 2030 уже приводит к десяткам тысяч сокращений. На фоне корпоративных изменений в Германию постепенно приходит зима и появляются новые вопросы о состоянии газовых хранилищ. Уровень запаса вызывает обсуждение у населения и промышленности Германии, а прогнозы на холодный сезон звучат менее определенно. Также обсудим последнюю статистику по доходам. Новые данные из Саксонии показывают, зарплаты растут, но вопрос о разрыве зарплат между Востоком и Западом Германии вызывает активные дискуссии. Но это еще не все. В промышленности на севере Германии нарастает беспокойство, потому что времени уже нет, и многие компании всерьез думают о переносе производства за границу. Кроме этого, в Берлине звучат новые предложения о том, как Германия должна защищаться от современных угроз. В Бундестаге предлагают расширить роль Бундесвера в борьбе с дронами и создать единую систему контроля. Также сегодня в Брюсселе обсуждают инициативу, которая может стать одной из самых громких за последние годы. Внимание! Урсула фон дер Ляйен предлагает задействовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Суммы огромные, а решения непростые для стран-членов Европейского Союза. Про эти все последние новости часа расскажу прямо сейчас, буквально за несколько минут. Итак, Volkswagen планирует сократить в Германии, внимание, более 25 тысяч рабочих мест. И это уже закреплено в договорах. Эти увольнения входят в масштабную программу реструктуризации под названием Volkswagen Boost 2030. Из 35 тысяч запланированных сокращений до 2030 года уже более 70% зафиксировано, в основном через выход сотрудников на пенсию по соглашению, досрочный выход или выплату компенсаций. При этом компания обещает, что увольнения будут социально приемлемы, то есть без массовых принудительных сокращений. С конца 2023 года, напомню, из компании уже ушло свыше 11 тысяч сотрудников. По словам руководителей Volkswagen, эти меры направлены на снижение затрат на производственных площадках, и на некоторых заводах расходы уже сократились действительно почти на 30%. Чтобы усилить оперативность, Volkswagen уменьшает число и управленческих органов, примерно треть советов структур упразднено, что призвано ускорить принятие решений. Вместе с профсоюзом заключены также соглашения о будущих изменениях для всех германских заводов. Хотя компания считает, что их план работает, в руководстве признают, предстоит еще серьезная работа, но стратегия Boost 2030 дает четкое этому видение. Следующая новость одна из самых важных для зимнего периода в Германии. В начале отопительного сезона 2025 года газовые хранилища Германии заполнены, внимание, лишь на 75%. И это значительно ниже уровня в 98%, которое было в ноябре прошлого года. По данным ассоциации ИНС, ожидался рост до 81%, но это не случилось. Расход газа оказался выше прогнозируемого, а поставки через внутренний европейский рынок оказались, наоборот, ниже. Несмотря на это, Федеральное сетевое агентство заявляет, что высокая нагрузка на запасы газа пока не угрожает безопасности снабжения. Новые терминалы для сжиженного природного газа дают Германии дополнительную гибкость при импорте. Ассоциация ИНС предупреждает, если зимой будет особенно холодно, существует риск, что хранилище опустеет уже к середине января. При более мягких температурах минимум в 30% заполненности к февралю, по их оценке, будет обеспечено. Эксперты ИНС также выражают несогласие с правительственной политикой Фридриха Мерца, отмечая, что не используются все возможности для надежного и недорогого заполнения хранилищ. Следующая новость связана с обсуждением уровня дохода в разных землях Германии. В Саксонии в 2024 году средняя зарплата заметно выросла, но регион все еще остается в числе аутсайдеров по уровню дохода. По данным регионального отделения Федерального агентства занятости, медийная брутто зарплата для работников на полную ставку составляет 3388 евро в месяц, а это примерно на 600 евро ниже среднего по всей Германии и на 729 евро меньше, чем в западных землях. За год зарплаты в Саксонии также выросли на 206 евро, то есть на 6,5%.
Такой рост связывается с повышением тарифов, дефицитом рабочих специалистов и единовременными выплатами. С 2020 года медианный доход поднялся более чем на 600 евро. Внимание, даже внутри самой Саксонии различия доходов очень значительные. Например, в Дрездене медийная зарплата составляет 3932 евро. В Лейпциге уже 3784 евро, а в Хемнице 3577 евро. При этом в сельских районах, например, в Эрцеберге, медиана всего лишь 2965 евро. Эти различия объясняются разной экономической структурой. Города развиваются в сфере технологий и услуг, а сельская местность преимущественно ремесла и мелкие компании. Из-за низкого уровня оплаты труда в Саксонии 158 тысяч человек, внимание, уезжали на работу в другие земли, и многие едут в западные регионы, где зарплаты соответственно выше. При этом, согласно исследованию института IAB, разрыв в оплате между Востоком и Западом Германии постепенно сокращается с 26% в 2012 году до 14% в 2024. Но все еще остается значительным, особенно в промышленности и среди квалифицированных специалистов. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В северной, металлургической и электропромышленной Германии усиливается внимание к ситуации. По результатам опроса работодателей, около 22% компаний планируют перенести производство за границу. Компании называют ключевые причины. Это высокие затраты на рабочую силу, энергию и бюрократию. Многие отмечают, что вести бизнес в Германии становится все менее выгодно. Наиболее склонны к отъезду фирмы в автомобилестроении, авиастроении и литейных цехах. При этом почти 40% предприятий жалуются на нехватку заказов, что и приводит к снижению загрузки производственных мощностей. По данным ассоциации Nordmetal, из-за этого давления многие компании воспринимают Германию как менее привлекательное место для бизнеса. Некоторые из них уже рассматривают перенос производства в страны с более низкими издержками. Ситуация остается сложной, если бизнес продолжит снижать инвестиции в Германии, это может привести к уменьшению рабочих мест и снижению промышленного потенциала всего региона. И это только начало. Глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Рёвикамп предложил, чтобы Бундесвер, германская армия, взяла на себя роль в обеспечении защиты от дронов на территории Германии. Он считает, что эти дроны создают новую значимую задачу, которой не было раньше, и что армия может эффективно реагировать на нее. По его мнению, защита критически важной инфраструктуры, например, морских портов, должна быть стандартизирована. Все важные объекты нуждаются в одинаковом уровне безопасности. Рёвикам предлагает готовить каждого военнослужащего к противодействию дронам, обучать и обеспечивать их соответствующими средствами. Только армия, по мнению политика, по его оценке, располагает техническими возможностями для противодействия дронам. А дальше еще интереснее. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить внимание замороженные российские государственные средства в размере примерно 140 миллиардов евро, хранящиеся сейчас в Европейском Союзе, на кредиты для Украины. Большая часть денег находится сейчас в Бельгии, и фон дер Ляйен составила письменное обращение к лидерам стран-членов, объясняя, как можно снизить риски использования этих активов. Согласно ее оценкам, внимание, до конца 2027 года Украине потребуется не менее 135,7 миллиарда евро. Это на оборону и бюджетную поддержку. Решение по этому плану должно быть принято на очередном саммите лидеров Европейского Союза 18 декабря. Фон дер Ляйен подчеркивает, что важно завершить этот процесс как можно быстрее, чтобы обеспечить устойчивую финансовую поддержку Киева и усилить экономический эффект мер, применяемых к России. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.